Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня буду готовить торт королевы Виктории, который также называют бисквитом королевы Виктории, викторианским бисквитом или сэндвичем Виктории. Это знаменитый классический английский десерт, названный в честь королевы Виктории, которая, по легенде, очень любила съесть кусочек во время послеобеденного чая. Между двумя слоями бисквита торт в классическом рецепте промазывался ягодным джемом и масляным кремом, а в современном варианте вместо масляного крема чаще всего используют взбитые сливки. Рецепт бисквита невероятно прост. Это равные весовые количества яиц, сливочного масла, муки и сахара. Берем столько яиц, сколько вам нужно. Я возьму 5 средних. Взвешиваем вместе со скорлупой. И столько же по весу отмеряем всего остального. Взвешиваем сахар. Сахар нужно взять либо очень мелкий, чтобы он легче соединился с маслом, а лучше даже взять сахарную пудру. Я, как правило, готовлю с пудрой. Сливочное масло. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника и дать согреться. На нем должен легко оставаться след от пальца. Взвешиваем муку. Часть муки я заменю на крахмал, чтобы мука была полегче, и бисквит легче поднимался. У меня на этот раз картофельный крахмал, но даже лучше взять кукурузный. По правилам на крахмал заменяют около 10% муки. Муку всыпаем в пакетик разрыхлителя, это 10 граммов. Все хорошо смешиваем, а затем просеиваем. Взбиваем сливочное масло с сахарной пудрой. Я буду заводить тесто в кухонной машине, но его совершенно спокойно можно приготовить и ручным миксером. Как вариант, сюда же можно добавить щепотку соли, а также можно добавить пакетик ванильного сахара. По одному вбиваем куриные яйца и каждый раз хорошо прорабатываем до однородной смеси. В последнюю очередь вмешиваем муку с разрыхлителем. Вмешиваем быстро, чтобы тесто не переработать, чтобы оно не затянулось. Все, что нам нужно, это добиться однородности. Вот такое тесто у меня получилось в результате. Оцениваем густоту теста. Сейчас оно прочно держится на лопаточке и даже не двигается. Это густовато, поэтому вмешиваем в тесто немного молока. Как правило, требуется 2-3 столовые ложки. Добиваемся такой густоты, чтобы тесто очень лениво сползало с лопаточки. Вот примерно так. Я буду печь бисквит в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Я буду печь бисквит в одной форме и затем его разрежу на 2 коржа. Но в классическом варианте каждый корж пекся отдельно. То есть по правилам нужно было бы взять 2 одинаковые формы и печь коржи одновременно. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке до пробы на сухую палочку. У меня бисквит пекся примерно 50 минут, но духовки у всех разные, поэтому, пожалуйста, следите. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и даем немного подостыть. Аккуратно отделяем бисквит от формы. Я прохожусь тонким ножом вдоль стенок. Форму снимаем. Бисквит возвращаем на решетку и даем полностью остыть до комнатной температуры. Остывший бисквит разрезаем вдоль пополам. Для прослойки нам понадобится ягодный джем. Чаще всего берут клубничный. Я взяла 300 граммов, но можно взять по вкусу. Понадобятся жирные сливки для взбивания. Очень желательно использовать 35%, поскольку они более устойчивы. Или как минимум 33%. Я возьму 400 мл, но сливок можно взять столько, сколько сочтете нужным. И сахарной пудры по вкусу. Я возьму 30 граммов. Чтобы сливки хорошо и охотно взбились, они обязательно должны быть жирными и обязательно должны быть очень холодными. Поэтому до того момента, когда вы начнете работать со сливками, они обязательно должны быть в холодильнике. Взбиваем сливки с сахарной пудрой до устойчивого состояния. Промазываем корж ягодным джемом и взбитыми сливками. Как вариант, этот торт можно готовить только с ягодным джемом, либо можно готовить только со взбитыми сливками,
Либо вместо сливок можно взять любой масляный крем. В классическом варианте для крема просто взбивали сливочное масло с сахарной пудрой. Я переложила взбитые сливки в кондитерский мешок, установила круглую насадку диаметром 12 мм. Делаю это для того, чтобы сбоку торт смотрелся аккуратнее. Как вариант, сливки можно просто разровнять лопаточкой. Как и в случае с английскими сэндвичами, торт сверху ничем не украшали, чтобы его можно было есть, не боясь испачкать руки. Просто посыпаем торт сахарной пудрой. Ставим торт на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо охладился, и тогда его можно будет аккуратно и ровно нарезать, и срез будет четким и чистым. Я разрезала сразу же после сборки, поэтому есть некоторая расплывчатость. По структуре и влажности викторианский бисквит очень напоминает хороший благородный кекс, а с клубничным вареньем и взбитыми сливками это действительно очень-очень вкусно. И мне остается пожелать вам приятного чаепития, приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.